О, что это такое? О, это большая рыба. Так, ну вот она. Ну, слушайте, пажель на сардину. Это фантастика. Я впервые за много времени собрался на рыбалку на каяке. Вперед! Так, ну что, плывем мы к острову. Солнце зашло. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги нам грешным. Так, тут глубину, хотя берег очень близко, показывает уже 35 метров. Это очень много. Опс, есть. Нет, был удар, но не подсеклась. Здесь такое интересное место. Смотрю на карте. Рельеф такой меняющийся. Так, опять здесь какой-то камень. Так, ну микроджиг, который я делаю, наверное, все-таки оставим на чуть-чуть попозже. Все-таки подойду я к острову и попробую прикормить сарга и половить на натуральную наживку. Так, идем к острову. Вон он там, не знаю, видно, не видно. Там вот остров и дальше Кап-де-Багур, голова Бегура. Сегодня течение идет, вот как ветер дует от Кап-де-Багура сюда, поэтому мы станем с другой стороны камня в расчете на то, что рыба будет ждать корм, который будет сносить течением в сторону острова. Так, мы подойдем к острову с наживкой. Мы захерячим сепию свежую, вполне вероятно, только вчерашняя, позавчерашняя. Усики мы у нее отрежем, мелочь не будет подходить и долбать очень сильно. Ставим вот такой вот груз, ставим на хвостик, цепляем. Так, и вот так. Вот такая сепия получилась у нас. Все, опускаем сепию и потихоньку идем к острову. У этого острова я поймал большого мера. Так, надо найти глубину, приподнять и идти немножко сверху. Так, я вижу, где сети стоят. Сети стоят далеко, метрах в 300 от берега. Ну, так они по закону должны стоять. Вот, но когда рыба ближе, они обычно и ближе ставят. Так, пока на одной удочке у нас болтается сепия, в надежде на то, что подойдет бентон или еще что-то, я приготовил на более реалистичный вариант. Это ловля на натуральную наживку. Я первый раз буду использовать эту систему. Я подсмотрел ее у рыбаков Сарга и адаптировал немножко под каяк. Получится? Абсолютно ничего не знаю. Вот. Что у нас? У нас леска основная очень тонкая. Я взял от кальмара катушку. Идет маленький грузик, резиночка на конце, чтобы он не свисал. Я попробую подкормить той подкормкой, которую я взял, и попробую поставить сардину. Вот наши сардины. Кусочки вот такие мы попробуем нанизать. Крючок я взял где-то 2, наверное. Да. И вот так вот кусочек прям вот так. И посмотрим, что у нас будет. Только мы сначала подбросим подкормку. Подходим поближе к острову. Бросаем приманку. Посмотрим, подойдет ли рыба. Нас наверняка будет где-то сносить. Вот прямо здесь, где камень начинается. Вот здесь будем где-то примерно 25 метров. Может быть, чуть-чуть поднимусь до 20 и начну прикармливать. Посмотрим, не зря же я прикормку делал, елки-палки. Вот это такой нормальный вариант. Вот, хороший камень пошел. Видите, такое вот темное, красное, но более глубоко уходит. Отмечаем на карте новый point. Метил? Да. Так, чуть-чуть увеличиваем карту, чтобы нам понятно было, куда потом возвращаться. Все. Так, где моя прикормка? Вот она, красавица, видите? Все, бросаем ее здесь и опускаем нашу сардину. Я постараюсь стоять прямо у места, где я сбросил. Хотя нас будет, конечно, относить потихоньку. Пускается все еще леска. Здесь капрон стоит 0,8. Есть. Вот, видите, сардинка сработала. Так. Что у нас там? Зацепилась. Жалко. Сирана. Ну да, судя по тому, это вот такая рыба.
прискальную. Что у него желудок, видите, как вздулся там. Он не жилец уже. Но он очень вкусный. Фрито. Вытащить и бросить прям над этим местом. Вот примерно здесь. Вот, все еще опускается. Так. Что-то у нас клюнуло опять. Наверное, опять сирана. Судя по тому, как тянет, не очень сильно. Хотя сопротивляется, а? Сопротивляется. Может быть, чуть побольше, а может быть, мы его поймали. Да, это... Быстро поднимаешь, у него же глаза на лоб вылазят. Хотел бы отпустить, не отпустишь, потому что он не выживет. Вот, видите, на сонде дно, и в пол воды очень много такая взвесь, мелкая рыба какая-то. Скорее всего, это трикола здесь называется, три плавника, мелкая рыбка. Смотрим, если шнур вдруг начнет медленно крутиться или быстрее, поклевка может происходить на ходу по мере опускания. Опс, есть. О, это уже чуть сопротивляется получше. Видите? О, это скорее всего сарга. Так как сопротивляется. Небольшой, маленький, но сарга, я бы сказал. Да. А нет, смотрите, это парго. Это парго. Вот он, красавчик. Да, здесь место, где они водятся. Опс. Есть. О, этот сопротивляется. Этот сопротивляется. Как приятно. Даже это, если небольшой, то он сопротивляется. Ох-ох-ох-ох-ох. Ох-ох-ох-ох-ох. Так. О, это сарга. Вот это сарга, ребята. Вот мы за ними пришли. Привет, дорогой. Хотя, вы знаете, это подвид сарга. Это чопа называется. Да, это чопа. Вот и заглотила она. Мама дорогая, чопа. Ты наша хорошая. Ой, у нее какие-то такие зубки острые. То нашу леску она легко сможет перекусить. Так, она нас без крючка оставила. Подвязываем крючок новый. Угу, хорошо. Это уже приятно. Небольшая, но тянет очень прилично. 10, 11, 12, 13. Полная луна 13. Так, система работает. Система работает, что мне нравится, не путается в такой системе. Когда у тебя на линии 2-3 крючка и грузила внизу, то очень часто происходят зацепы и теряется линия. Так, вот я как раз в том месте, где я подкармливал рыбу. И опять подкармливаю, бросаю эту взвесь, пусть идет. Пока что так себе рыбалка. Ну, экспериментальная, правда. Это сирана, скорее всего, не маленький, но и не сильно большая рыба. Да, сирана. А нет, это вака сирана. Это корова сирана. Смотрите, какая красивая. Смотрите, какая красивая. А, ты моя. Вака сирана. Ты моя корова. Опускаем. Как раз на том месте, где мы прикармливали. Опс. И есть что-то. Так. Тоже как-то хорошо тянет. Похоже на чопу тоже. Или на паргиту. Уй. Какая вака сирана большая. Ай, какая прелесть. О, это уже очень хорошая вака сирана. И очень слабенько зацепилась. Смотрите, что у нее во рту. Смотрите, 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 смотрите. Рыбка. Рыбка. Она только-только схватила рыбку и тут же схватила нас. Так, отлично. Супер просто.
Каяки ты хочешь и одной удочкой ловить, и другой ловить, но часто бывает, что ты отвлекаешься на две, и все. Так, что у нас здесь? Нет, она еще не на дне. А вот теперь точно на дне. И мы ее приподнимем. Так, что-то бьет. Тук, есть. Есть. И это сирана, наверное, небольшой. Да, желудок раздулся при подъеме. Не жилец. Так, стало на дно, кажется. Опс, есть. Есть. Что у нас там? Нет, сирана. Маленький. А, это мой дорогой. Если я его брошу, он будет плавать верхом на воде. Верхом брюхом, блин. Можно, в принципе, пробовать прокалывать этот желудок, но у меня прям на это время нет. Есть. Есть, такую проводочку сделал. И тоже, наверное, сирана. Семейство меровых. Как бы хотел, чтобы нам мера попалось большое. Ну да, нормальная сирана. Крупный сирана. Не, ну какой-то крупный. Ну вот он, пескарик. Ёршик. Так, нам сирана надо штук 20 сделать, чтобы их на сковородочке. Может быть, чуть больше. Подарить друзьям тоже, какому-нибудь соседу, который мне удочку последний раз подарил. Так, все, мы на дне. Вот и сразу клюет. Даже несмотря на то, что это мелкая рыба, ее очень приятно ловить, потому что ты просто одну за одной вытаскиваешь. И это просто весело. Твоя селедочка, вот он, красавчик. Обычно только отпустишь, сразу поклевка. На дно, в смысле, грузила. Грузила маленькая, здесь, наверное, грамм 8-7. Я не рискнул ставить еще меньше. Так, все на дне. Толчки мелкие, тычки. Есть. Есть. О, неплохо тянет. Не крупная рыба, просто спиннинг очень чувствительный. Отдайвы. Леска тонкая. Ну, приятно. Так, о, еще одна вака сирана. Смотрите, какая прелесть. Ты моя хорошая. Вот она. Сарга любит больший поводок, более длинный. Ему сейчас днем такая рыба не даст подойти. Сирана территориален. Это его время суток. И он атакует все, что движется. То есть даже на микроджиг можно было бы его ловить 100%. Так, опять мы вот на этой взвесе, на смене глубин. Вот. Тут есть живность. Странно. Как будто бы свет вырубили. Кино не будет. Кинчик заболел. О, есть. Только я сказал. А это уже интересно. Не сильно крупная, но не самая. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. О, это батая, это сарга, наверное, или чопа. Да, судя по... или парга. Да, ох, какая хорошая. Не могу поверить. Это чопа, да. Думал, дорадо. Это чопа. Это хорошо. Это хорошо. Видите, какая чопа. Чопа. Ты нам опять сейчас... Какие у нее зубы, Какие у нее зубы. Так, это же, по-моему, чуть покрупнее, чем предыдущая. Поэтому мне это больше нравится. Так, давай, что ты нам отдашь крючок или нет? Или опять крючок нам менять надо будет, а? Ты, паразитка такая. Так, вроде бы подтянулся крючок. Вот такие плавники острые. Ай. Так. Чуть покрупнее поставили наживку и что-то поменялось. О, рыба пошла на... Hola. No, estaba mirando el kayak, es guapo, ¿no? ¿Ah? El kayak es muy guapo. Sí. Ostras, va con pedales. Sí. Vale. Pero antes iba sin pedales, pero luego compré ¿Y ese motor no? Vas tú pedaleando. Se puede integrar motor. Vale. Se quita este estuche y se puede ponerlo. Es un gran kayak, ¿eh? Está bien, vale, pero ventajas muy estable, grande, cómodo, se caben muchas cosas. Qué guapo. Venga, suerte. Gracias. ¿Has pescado mucho? Seranos, vacas seranas, un par de chopas, pero ahora como ha parado un poco. Algo ha cambiado de corriente. Venga, va, suerte. Vale, gracias. Mira, sitio bueno aquí.
Madre mía, vaca. Madre mía. Vaya vaca. Es enorme. Es enorme. Jamás había pescado una vaca serrana tan grande. О, что это такое? О, это большая рыба. Ух ты! Это большая рыба. Это самое большое, что у нас было до сих пор. Ух, как она стравливает леску. Что это такое? Фарго большой, крупный. Да, или чопа. Или чопа большая, да, чопа большая. Ох, какая красивая чопа. Ох. Ой, ребят, это сарга. А, это сарга, за которой мы пришли. Ты мой хороший. Смотрите, какой красивый. Смотрите, какой красивый. Плюс он... А, ты мой хороший мальчик. Вот мы тебя и поймали. За тобой мы пришли, охотились, но ты не там был, оказывается. Вот он какой красивый, а? Красавчик ты мой. Так, ребятки, задача сегодня выполнена. Мы поймали сарга на классическую ловлю сарга на сардину. То, что будем потом ловить зимой. С большой удочкой. С Афродитой Sensitive, которую я заказал и жду уже. Не дождусь. Но, правда, она-то зимой мне нужна будет. Ну ладно, неважно. Неважно. Вот он, сарга. Ты мой хороший мальчик. Это сарга. Это сарга. Очень сильно потянул, и причем это крупный сарга. Это крупный сарга. Это крупный сарга. О, какой хороший. Давай, давай. Но это чопа. Это чопа. Это чопа. Вау. Вот это чопа. Мадре мия. Это чопа. Это чопа чопом чопом. Так, мне придется ее убить, потому что она очень нервная. Все, прям в мозг, и она не мучается, и меня не мучает. О, какая красивая. А тут джиги, шмыги. Так, ну вот она. Вот она. Красава. Правда красивая. Очень красиво. Ну, все. Так, ну что, сегодня рыбалка состоялась. Я возвращаюсь на то же место. Ветер усилился, очень сильно сносит. Я сделал одну удочку, ну, та, которая была у нас. И одну поставил с большим грузилом, тоже приготовил. Вот тоже поставил наживку. И попробую выйти еще раз и попробовать с одной сначала, а потом с другой. Посмотрю, как будет опускаться основная. Она уже запуталась немножко, пока волочил ее. Ох, как хорошо тянет. Давай, давай, давай. Давай, давай. Какие. Давай, давай, давай. Не столько, как предыдущий. О, какой хороший. Мама дорогая. Какой пожель. Уф, какой пожель. Ой, какой пожель. Боже мой. Какой красивый пожель. Вау. Или парга, или пожель. Вот это да. Вот это пожель, я понимаю. Не то, что те, которые я с берега ловил.
Ай, ты мой красивый. Смотрите, какая прелесть, а. Ну, 800 грамм где-то. Вот это пажель. Ай, ты мой хороший. А, ты зацепился еще так за верхнюю губу, что... Ну, слушайте, пажель на сардину, на кусок сардины на глубине 30 метров. Это фантастика. Так, ну что, сегодня рыбалку можно считать успешной. Поймали великолепную большую чопу. Я никогда такую чопу громадную не ловил, наверное, больше килограмма. Очень красивого пажеля поймали. Пажель где-то грамм на 800, дома проверим. И то, зачем я приехал и очень хотел поймать, это сарга. Ну, не прям большой, но такой нормальный, хороший сарга. Вот, система работает. Я удивился, что на сардину поймали даже пажеля. Обычно это не его пища. Вот, но крупный пажель взял. Было несколько обрывов. Парочку обрывов. Перекусанная леска. Было пару сходов. Ход был тоже хороший. Я отвлекся. У меня 2 удочки были в руках. И, видно, сошел с крючка. Недостаточно зацепил. Вот, но вака сирана рекорд, наверное. Тоже я ее взвешу. Посмотрим. Я ее когда вытянул, я не поверил, что это вака сирана. Вот, она, причем у нее морда была в тине в такой, видно, я ее там прям из ее норки вытянул. Ну что сказать, я очень доволен. Последние выходы в сурфкастинге не были результативны. То есть, ну, совершенно. Знаменитый Бесуга за жопу. Смотрите, он схватился за жопу, блин. Чувак, ты за жопу схватился, Бесуган. И Бола в палсе. Они, конечно, меня немножко расстроили, поэтому я решил побороть свою лень. Вытянул каяк, загрузил, встал рано достаточно, хотя можно было еще раньше встать. Вот, и я так понимаю, что из 3 каяков, которые вышли, я выбрал правильное самое решение. Я не джигил, я не бросал рыбки. Я пару раз спиннинг бросил. Я не видел особой активности на поверхности воды. Пройду мимо острова, побросаю еще и потом по дереве. Куда понесет, туда понесет. Поднялся сильный ветер. Очень неудобно. И активность тоже упала. Что, поймаем еще одного сарга или нет? Вот тут в пене, в этом отбое. Давай, 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 давай. Ох, 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 ох. Сарго, 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 сарго. Вот сарго.